Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 1 марта, первый день весны, с чем я вас и поздравляю. И хочу вам сразу напомнить, наши уважаемые зрители и слушатели, что сегодня, вернее, под этим роликом вы можете оставлять в комментариях свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу 3 марта. Еще раз повторяю, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно знают постоянные, а те, кто присоединился, я вас оповещаю о том, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы. Перед вопросом пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса, дальше формулируйте вопрос, и на самые популярные из заданных вопросов я отвечу в пятницу 3 марта. Хочу вам также сказать, что у нас есть подписка на Patreon в описании к этому ролику. Если вы хотите гарантированно получить ответ на свой вопрос, подписывайтесь в Patreon. Там я отвечаю практически на все вопросы. Так, теперь перейдем к событиям. Лукашенко в Пекине. Многие сомневаются, я смотрю, что информационное пространство забито всякими версиями о том, что Лукашенко поехал якобы договариваться за Путина о поставках вооружений, о политической поддержке и так далее и тому подобное, и Лукашенко якобы является чуть ли не лоббистом путинских интересов. Я уверен, что наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно понимают, что это бред. Конечно, Лукашенко не договаривается ни в коем случае о поддержке Путина. Китай должен, по мнению Лукашенко, гарантировать ему независимость, гарантировать территориальную целостность и финансовую стабильность. Другими словами, Лукашенко поехал просить помощи у Китая от Путина как раз. Ни в коем случае не поддерживать Путина, а помогать ему. И Китай, я думаю, что в какой-то мере откликнется на эту просьбу и поможет, видимо, Лукашенко, по крайней мере, в плане поддержания территориальной целостности и независимости. Думаю, что деньги здесь играют второстепенную роль для Китая, и здесь будет торг, и будут обсуждаться некоторые вопросы с Лукашенко. Но то, что касается территориальной целостности и независимости Республики Беларусь, здесь, по моему мнению, Китай пойдет навстречу Лукашенко, и, вероятно, в личных разговорах с Путиным будет подобная линия поддержана. Я имею в виду, когда Си Цзиньпин все-таки встретится с Путиным. Так как встреча планируется, пока дата четко не оговорена, но встреча планируется. Путин, безусловно, мечтает о военной поддержке со стороны Китая. Китай, в свою очередь, застрял, опять-таки, в шпагате. Давайте теперь вспомним нашу информацию о том, откуда произошел ковид, как он распространялся прежде всего в начале 2020 года. Мы об этом писали, у нас вышел большой довольно материал о происхождении и распространении COVID-19. Многие наши зрители, слушатели и читатели нашего телеграм-канала спрашивали, почему не раскрыты карты, почему западные спецслужбы, которые обладают подобной информацией, не торопятся раскрывать карты, не торопятся обвинять Россию. Ну, во-первых, на Россию, где залезешь, там и слезешь. Да? Это старая поговорка, но она абсолютно применима. Обложить санкциями страну, которая и так находится под санкциями, ну, это глупо. А вот применительно, ну и опять-таки, здесь надо многое доказывать, многое надо предъявлять в плане фактических доказательств. В случае с Китаем здесь все несколько иначе. Мы видим, да, что при даже приблизительной информации со стороны западных разведывательных сообществ о том, что Китай пытается вести переговоры с Россией о возможных поставках нескольких сот летательных аппаратов ударных, беспилотных, как уже напряглись западные спецслужбы, и сразу что вышло? Правильно.
предположение, такое на сегодняшний день очень осторожно, о том, что Китай все-таки причастен к распространению коронавируса. В свою очередь, Китай для того, чтобы предъявить претензии России, должен, во-первых, отказаться от союзничества с Россией, от сотрудничества, тем более в военной сфере, и, указав пальцем, предъявив доказательства еще раз, потому что на словах это одно, а предъявить доказательства это совершенно другое. Предъявив доказательства, аргументированно показать и рассказать, как все происходило. Могут ли это сделать китайские товарищи? Ну, теоретически могут. Будут ли они это делать? На мой взгляд, и США, и Китай будут пытаться соблюдать статус-кво. То есть Китай не будет помогать России вооружениями, а в свою очередь США не будут напрягаться по поводу того, что Китай может поставить России вооружение. И, соответственно, не будет обвинять Китай в распространении COVID-19. Надо опять-таки понимать, что доказать со стороны США то, что ковид начался то есть начало ковида было в Ухане и был, ну, что называется, вирус убежал, ну, условно, конечно, из лаборатории в Ухань, будет довольно несложно. Для этого есть предпосылки, и надо сказать, что российские спецслужбы обставили все подобным образом. Когда можно действительно доказать подобную связь ковида с первыми заболеваниями представителей как раз той самой печально известной лаборатории в городе Ухань. Итак, я думаю, что я вам довольно подробно объяснил, что происходит в этой сфере. Если нет, задавайте вопросы более подробно, тогда объясню вам во время моих ответов на ваши вопросы. Так, далее. Далее Путин сегодня открывал кольцевую дорогу. Кольцевая дорога, конечно, открытие кольцевой дороги в плане метростроя. Самая большая подземная кольцевая дорога метро, около 70 километров, открыта в Москве. Безусловно, достижение, в этом нет никаких, по этому поводу нет никаких вопросов. Есть вопрос, сколько денег украли. Это самое главное. Сколько денег украдено во время строительства большой кольцевой дороги. Путин лично наживался на данном строительстве. Нет никаких сомнений. Собянин лично наживался на строительстве. Нет никаких сомнений. Многие говорят, пускай воруют, но и пускай для людей делают. Это глупо. Воровать нельзя. Воровать у народа нельзя. Ни при каких обстоятельствах. И по этому поводу не может быть никаких поблажек. Никаких. Я уверен, что следующая власть, которая придет в Россию, если она будет вести Россию демократическим путем, уверен, что добьются того, что коррупции в России будет минимум. Понятно, что добиться абсолютного искоренения коррупции на сегодняшний день не представляется возможным, но потому что действует человеческий фактор, а люди, как мы с вами знаем, падки на деньги. Но добиться того, чтобы коррупция была искоренена, ну, хотя бы на 90-95%, это вполне возможно. Вполне. Оставив как возможность человеческий фактор, но ну и здесь стоит добавить, что будут строжайшие наказания за любое проявление коррупции. Любой факт коррупции будет караться самым строгим образом. Мы об этом еще немножко поговорим, когда придет время, обязательно о наших программах, о программах наших партнеров, которые планируют при условии, что они придут к власти, какие программы будут реализованы в России. Я уверен, что нашим уважаемым зрителям и слушателям все понравится, и наши уважаемые зрители и слушатели, несомненно, поддержат подобные перспективы. Так, большое спасибо, что были со мной. На сегодня это все. Хочу вам опять-таки напомнить, что вы можете оставлять в комментариях к этому ролику свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу 3 марта. А вам хочу напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное, мы работаем для вас, и мы работаем ради вас. Я уверен, что плоды нашей работы уже довольно скоро начнут давать о себе знать, и
Думаю, что все, надеюсь и верю в то, что у нас все будет хорошо. У нас и вообще в целом воцарится мир, по крайней мере, на европейской части нашего континента, и все будет в порядке. Большое спасибо еще раз, что были со мной. Увидимся, услышимся уже завтра в промежуточном выпуске. Всего доброго, до свидания.